Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Без кого же вы не сможете жить? Такой довольно интригующий, да, и романтичный расклад. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Знаете, вот какой-то период у вас был такой, что вы поставили, вот, знаете, на паузу, вот реально поставили на паузу свой выход куда-то в свет, так скажем. Это был период, когда дом, работа, дом, работа. Вообще вы по жизни такой, знаете, вы очень общительный, вы любите компании. Я не говорю, что вы гуляка, нет, это не про женщин. Вы любите общаться, вы любите дружить с семьями, вы любите какие-то вот посиделки, даже те же мальчишники, да? Но вот был период, когда никуда не хотелось, ничего не хотелось. Это было связано, конечно же, с женщиной. Женщиной, которая вела, ну, скажем так, разгульный образ жизни. К сожалению, вам так не повезло, да? Не повезло, потому что женщина, которая работает на два фронта, так скажем, да, и вашим, и нашим, вы понимаете, о чем я говорю. Но это такая особая болезненная страница вашей жизни. Это женщина, в которую вы всю душу вкладывали. Это женщина, которая отплатила вам черной неблагодарностью. Но мы сильно не будем сюда как бы влезать, да, чтобы не бередить ваши раны. Но тем не менее я вам скажу, что это хорошо, что вы расстались. Вот я сейчас, может быть, кому-то это неприятные вещи говорю, но просто когда рядом с тобой человек, у которого несколько партнеров одновременно, но это не есть хорошо, правда? Это не камильфо. И плюс люди не меняются. Поэтому, ребят, я сейчас это обращаюсь к тем, кто, ну, надеется, может быть, да, вернуть такую женщину. Вы же понимаете, что, ну, упираться рогами в небо, это тоже мало кому понравится. Как бы вы ее не любили, вот отпустите, отпустите. Ну и, конечно же, ребят, маленькое отступление на личные расклады. Кто хочет записаться, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Личный расклад – это личный, конечно же. Итак, смотрите, вы человек, ну такой довольно с характером. Я не могу сказать, что вы будете сюсюкаться. Вы даже периодически бываете даже жестковатый. Но в душе вы такой романтик. Вот вы вообще по жизни, когда встречаетесь, ну и раньше это было, да, с женщинами, когда общаетесь, но вы умеете и красиво ухаживать, вы умеете вот эти все какие-то красивые поступки делать, да, там ужины при свечах, эти все прогулки при луне и так далее. Вот женщины всегда по жизни вас за это любили. Ну вот знаете вы чувствуете вот подход к каждой женщине. Вот даже были у вас, допустим, разные партнерши по жизни, да? Вы знали, что это одно любит, это другое любит, потому что все различные женщины, да, даже в интимном плане, что нравится одной, не нравится другой. И вы это, я думаю, тоже об этом должны знать. Вы человек, который, несмотря на свою какую-то, ну, там, жесткость некую, да, такую строгость, может быть, вот строгий отец, как говорят, да, вот вы такой. Строгий, но справедливый. Вот так, наверное, будет вас правильно описать. Но, тем не менее, вы готовы перед любимой женщиной, ну, настолько преклоняться. И так всегда было, есть и будет. Вот вы просто такой человек, который, ну, не умеет по-другому. Вот вы, если любите, то любите, ну, безвозмездно, беззаветно, как угодно называйте, да, вот вы любите до последнего вздоха, до последнего крика. Этим, конечно же, пользовались по жизни, к сожалению, пользовались. И я думаю, у вас проиграется, ну, как минимум один любовный треугольник в жизни. У кого было, допустим, несколько партнерш, либо же несколько браков, здесь может быть даже повторение ситуаций. Допустим, одна изменила, вторая изменила, то есть, ну, такой трэш у вас продолжается. Почему-то, знаете, вот людям, которые сами порядочные, да, вот почему-то попадаются такие партнеры, которые это не ценят, к сожалению.
Ну, у вас вышло точно так же, да, вот казалось бы, душу, сердце вкладывали, все там растворялись по полной, все равно это не оценилось, к сожалению. Я вам скажу, что еще вы такой человек, который, ну, много чего знает, много чего умеете, вы очень всесторонне развиты. Вы, возможно, что-то изучаете, да, вот какие-то там определенные темы, которые вас интересуют. Это могут быть и чтения, да, которые уже скоро канет в лету, наверное, да, потому что гаджеты, интернет, сейчас это удобней. Но есть все-таки еще люди старой закалки, которые читают обычные книги. Так вот, среди вас есть такие, которые и читают, и смотрят видео, да, какие-то познавательные, да, чтобы развиваться. Ну, у вас есть такая, знаете, черта характера, вы очень любопытный. Вот если вы что-то себе вбили в голову, да, вот я хочу знать это, вы не успокоитесь, пока вы, ну, все досконально не изучите, да, вот, допустим, хочу разобраться, как там устроена машина, да, ну, я утрирую сейчас. Вы не успокоитесь, да, вы будете искать эту информацию, вы будете все что угодно делать, только чтобы узнать это досконально. Далее, новый человек, который и любит покушать хорошо и вкусно, и который умеет довольно неплохо готовить. Вы человек, который очень гостеприимный, да, вот вы умеете и стол накрыть, и развлечь гостей, вот настолько вы такой компанейский человек, но с вами точно во всех отношениях, ну, не соскучишься. Вы довольно неплохой и любовник, вы человек, который всегда найдет подход к любому человеку. Вот где бы вы ни были, да, хоть по работе, хоть, я не знаю, там в очереди за хлебушком, вы всегда, вот при желании, вы сможете разговориться с любым человеком, вы сможете найти общую тему, да, о том, о сём и ни о чем, и с вами будет интересно. Это огромнейший ваш плюс. Кстати, среди вас есть люди, которые, возможно, даже владеют каким-то музыкальным инструментом. Напишите, ребят, кто чем владеет. Может быть, фортепиано там, да, или еще там какими-то музыкальными инструментами владеете. Есть такой момент. Любите музыку. Любите, причем такую, знаете, возможно, даже вот с возрастом, нравится такая более спокойная, да, вот какая-то, да, ну, музыка для медитации, да, я не говорю, что это рок какой-то, да, жесткач, это, конечно, не для вас. Но любите, знаете, полежать под хорошую музыку, может быть, под звуки природы, вот в таком плане, знаете, как вот медитируют, расслабляются, есть такой момент. Так, давайте-ка разбираться теперь, что же произойдет в вашей личной жизни, без кого вы не сможете жить. Я вам скажу, что еще, кстати, такой момент, что даже вот сейчас, вот вы хоть и не вместе с вашей женщиной, да, вот вы помогаете как-то вот, ну, воспитывать детей, финансово помогаете, хоть порой бывает непросто. Потому что, опять же, среди вас есть разные мужчины, разные доходы, да, и вы вот для ребенка вы готовы отдать все. Я вам скажу, что вами женщины, в принципе, интересуются, потому что помимо того, что с вами интересно, вот какая-то энергетика от вас такая, знаете, идет очень притягательная. Вы женщинам нравитесь. Женщины могут клеиться к вам, могут флиртовать, могут, ну, под разными предлогами к вам там подходить, даже на работе, допустим, если вы заметите. Многие, в принципе, хотели бы с вами зароманить. Но другое дело, что вам это не надо, да, вот лишь бы с кем вы никогда не будете. Помимо каких-то моментов, ну, относительно той же чистоплотности, да, вам немаловажно, какая женщина будет рядом с вами, да, вы смотрите и на ее умственные способности, насколько с ней интересно, насколько с ней хорошо, ну и в конце концов, конечно же, какая она будет в интиме. Это тоже для вас очень немаловажно. Я вам скажу, что в вашей жизни появится женщина, но это такая, знаете, вот королева всем королевам. Пусть это вас не пугает, потому что это не та снежная королева, которая когда-то была в вашей жизни. Это в хорошем смысле слова. Ну, назовем, давайте ее доброй феей. Может быть, так не очень оно пугающе звучит.
Причем это может быть знакомство как раз где-то, вот знаете, на какой-то, ну, гулянке, на каких-то посиделках, днях рождения, там, ну, где угодно, да. Я понимаю, что сейчас можете написать, что вот в деревнях корпоративов не бывает. Но опять же, я утрирую, ну, то есть это будет где-то место, ну, там, где вы будете не один, да, вот где-то несколько людей будет, да, может быть, там какие-то, я не знаю, у вас же тоже есть какие-то посиделки, даже если это небольшой город, небольшая деревня, так скажем, да. Вы с ней познакомитесь. Я вам скажу, что стрела Амура, ну, так прошибет вас. Ну, это, наверное, так больше похоже на любовь с первого взгляда. Вы, знаете, вот будет такое ощущение, что почувствуете вот себя реально как мальчишка. Вот 17-летний мальчишка. Вот вспомните, когда раньше вам девочка нравилась, и вы начинали стесняться, краснеть, робеть. Так. Хотя я знаю, что и сейчас среди вас есть такие ребят. Даже вроде бы, ну, взрослые дяденьки, но все равно бывает, когда влюбляешься, тут начинаешь такой мальчик стеснительный, правда ведь? Напишите, кстати, в комментариях, кто из вас, когда нравится женщина, начинает стесняться. Вот напишите, только по-честному, ребят. Смотрите, вот вы опять же начнете робеть, да, вот, ну, возьмем, к примеру, да, в какой-то компании вы познакомитесь, хотя, опять же, делаю акцент, что у всех будет по-разному проигрываться. Ну, можете записаться на личный расклад, мы посмотрим более детально. Ну, смотрите, вот она настолько вас зацепит сразу, но, естественно, вы как-то немножко даже опешите. Вы начнете помимо стеснительности, да, вот опять же прокручивать. А вдруг у нее большие запросы, вот она такая классная, она такая красивая, да, а вдруг я ее не потяну, а вдруг ее уведут. Ну, вот эти все ваши заморочки, которые очень часто посещают многих мужчин, да. Особенно, когда это мужчина травмирован уже разводами, предательствами. Первое время вы, конечно же, будете с ней общаться, но вы так сразу не будете в омут с головой. Вы будете немножко сдерживать свои эмоции, вы будете присматриваться. Потому что вот этот момент недоверия, он все-таки у вас такой довольно плотно сидящий. Будете присматриваться, будете общаться, и по мере общения вы будете, конечно же, сближаться. Сближаться, и я вам скажу, что вы, ну, как бы сами даже откроетесь быстрее этой женщине, чем она вам. Вот она, кстати, она сразу свои такие все таланты, все свои позитивные даже стороны, она всего сразу вам не покажет, потому что она тоже, ну, такой человек, который в омут с головой не будет бросаться. То есть вы оба так стоите, знаете, и очкуете так, кто кого, да, кто кому как присматривается. Я вам скажу, что это не юношеская ведь любовь будет. Это будут отношения уже взрослых, таких довольно зрелых и опытных людей. Конечно же, понятное дело, всем хочется каких-то страстей, адреналина. Но я думаю, вы тоже заметили, что чем старше становишься, хочется как-то уже больше покоя, да, вот спокойствия. Уже не хочется куда-то мчаться, лететь. То есть, да, любви хочется, но не хочется уже вот этих всех ночных тусовок, посиделок, куда-то мчать, да. Вам намного комфортнее будет с этой женщиной, вот именно такой, знаете, маленький мир двоих. Это можно даже дома, допустим, там у того же камина, или даже просто перед телевизором, там с чашечкой чая, да, просто обняться и посидеть, и вам хорошо вдвоем. Ну, посидеть, кто-то полежать захочет, да, у кого-то бобик будет рваться на свободу, а кому-то, может быть, бобику нужна будет реанимация, да. Ну, то есть такие вот моменты, но это будет любовь взрослых людей, вот именно взрослых. Я почему вам говорю, что вы не сможете жить без этой женщины, потому что вот именно, знаете, она будет вас затягивать, вот эта любовь к ней, все больше и больше. Я думаю, что прежние ваши отношения даже были немножко не такие. Когда-то вам, может быть, казалось, что вот это была любовь всей вашей жизни, вот в таком духе. Но я вам скажу, что нет, любовь всей вашей жизни, она еще у вас впереди.
Другое дело, что вы уже будете осторожничать, уже такой умудренный опытом, уже взрослый дяденька, да, то вы будете, конечно, присматриваться. Но любить вы умеете. Вы и умеете и дарить любовь, и получать. И у вас будет такой с ней тандем, с этой женщиной, что ну вот как-то вместе вы будете. Знаете, вот как бывает, не сговариваясь, люди либо что-то делают друг для друга, говорят одну фразу, да, вот одновременно. Либо же вот бывает, да, берешь телефон, чтобы ей позвонить, когда она тебе тут же звонит, да, ну то есть у вас одновременное желание позвонить возникает, ну то есть много таких примеров. Поэтому, ребят, вы знаете, в вашей жизни появится такая супер женщина. Главное не упустить ее. Я думаю, вы ее и не упустите, в общем-то, потому что все-таки любому человеку хочется любить и быть любимым. Вы очень боитесь, да, вы очень боитесь, видите, постоянно мне показывают потерять, вот потерять, снова наступить на те же грабли. Но я вам скажу, что потери не будет. Вот именно вы с ней будете и в радости, и в горести, как бы вам тяжело не было, да? Вы будете и дурачиться, как в молодости, вдвоем. Вы будете и шутить, и по-доброму вот подкалывать друг друга, да? Но это же супер, когда можно пошутить со своим партнером, да? Когда какую-то ситуацию можно перевести в шутку, и тогда конфликта не будет. Другое дело, когда это люди, да, без чувства юмора, то это уже, конечно, печалька. Это уже более тяжело поддерживать такие нормальные здоровые отношения, но когда все строго, серьезно, официально, как-то, ну, если честно, я это не очень понимаю. Поэтому, ребятушки, настрой на позитив. Будет у вас супер женщина, будет у вас крутой переворот в вашей жизни, в вашей судьбе, в ваших эмоциях. Знаете, как будто вот вы проснетесь после зимней спячки, вот откроются глаза на все. Причем в позитивном ключе, да, вот как будто ожил, да, вот весна пришла, да, вот все распускается, цветы распускаются. Ну, только вы не распускайтесь. Бобик должен дозированно кушать, а то бедный мозоли себе понатирает. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!